Всем привет, это новое видео о том, как правильно играть префлоп. И сегодня мы посмотрим, как правильно трибетить с баттона, а также как корректно защищаться против таких трибетов с более ранних позиций. Но для начала поставьте лайкосик этому видео, подпишитесь на канал, для меня это очень важно. Погнали! Что ж, для начала посмотрим, как мы трибетим на баттоне. Начнем против первой позиции. Здесь вот так вот будет выглядеть рейндж трибета. В принципе, восьмерки можно трибетить всегда, можно вообще не трибетить. Эта рука отмечена с 50% частотой, именно потому что она солвером трибетится примерно в ноль. В целом, просто старайтесь контролировать трибет против ЕП в районе 8-8,5-9%. Ниже или выше, это уже будет переигрывание или недоигрывание, соответственно. Трибет против МП выглядит вот таким образом. Здесь добавляется в половине случаев туз 9, туз 8, дама 10 в половине случаев, туз валет в половине случаев разномастные. Тут уже есть все король 10. К восьмеркам еще прибавляются семерки. Опять же, вы можете трибетить только восьмерки, можете трибетить в половине случаев восьмерки, семерки. Можете всегда их трибетить, просто нужно понимать, что эти руки трибетятся около нуля и играть по оппоненту. Ваш трибет должен быть в районе 10% в таких позициях. Баттон против катофа. Здесь у нас еще пара шестерок добавляется в 50% случаев. Тут уже все одномастные десятки вверх от валета трибетятся. Всегда туз 9, король 9, туз 5, туз 4, туз 3, а вот тузы, которые между ними, соответственно, трибетятся в половине случаев. Туз валет всегда, ну и добавляется еще король валет. Общий трибет в районе 13%. Теперь посмотрим, как защищаться от таких трибетов, когда мы были префлоп-рейзерами. Любопытным тут является тот факт, что солвер достаточно широко фолдит здесь без позиции, и чтобы не быть эксплуатируемыми, он достаточно широко 4-бетит. То есть такое решение солвер находит в ситуации с повышенным рейком. Соответственно, если вы играете, где рейковая нагрузка еще выше, то есть на каких-нибудь NL10, вы должны понимать, что без позы мы колем прям сильно узко. Если вы играете NL500 и выше, соответственно, вы можете колировать немного пошире. Диапазон кола на ЕП будет выглядеть вот таким вот образом. Опять же, вспоминаем, что мы с ЕП пятерки открываем не всегда, допустим. И коннекторы низкие вот эти вот тоже у нас только если стол позволяет. Но, как и против small blind, легко достаточно запомнить, что вот когда уж мы их открыли, эти низкие коннекторы, низкие карманки, мы всегда их защищаем на 3-бет здесь. Также тут есть 10-9. Десятки, я сам немного удивился, что в данных расчетах у солвера десятки это около нулевой кол. И поэтому вот здесь вот я их отметил в 50% случаев. То есть солвер вполне себе окей допускает фолд с десятками. Но у меня, конечно, рука не повернулась. Валеты всегда кол, дамы половина кол, половина 4-бет. Мы как бы на самом деле привыкли в этих позах не выставляться с дамами, с валетами, допустим, да, с теми же туз-король. Но солвер достаточно часто уводит в 4-бет руки, допустим, 2 дамы, он даже 2 валета периодически уводит в 4-бет, потому что он хочет защитить свой достаточно широкий рейндж 4-бета сильными руками. То есть ему недостаточно, чтобы там были только тузы-короли. Ну, при этом вот туз-король, допустим, который у солвера частично в 4-бете, я все же отправил полностью в кол, по той причине, что даже в солверных расчетах, когда мы на ИП 4-бетим туз-король разные и получаем пуш с баттона, то у нас там, ну вот прям нулевой кол, то есть он даже часть туз-король разномастных выкидывает солвер. Соответственно, в наших реалиях, когда люди будут недопушивать в блеф на баттоне, туз-король разные совсем уж плохо будет колить all-in, и как бы чтобы не играть просто 4-бет фолд, я предлагаю их всегда колировать на 3-бет.
Это вот рейндж 4 бета на ЕП против Баттона. Здесь все туз-дамы разномастные. Король-дама, король-валет, туз-валет. То есть, опять же, вот эти руки, они вполне неплохо коллировались бы на более высоких лимитах, где рейк не такой высокий. А вот немного мы рейк увеличиваем, и уже он эти руки хочет переводить в 4 бет. Ну, туз-5, в принципе, стандартная руках, да, она у нас всегда готова к тому, чтобы выстрелить. МП кол выглядит вот таким вот образом. Здесь что из интересного? Девятки, восьмерки, семерки, шестерки — это все руки, которые колятся около нуля. Он часть из них колет, часть из них выкидывает. То есть он считает, что ему не нужно колить их все, что его рейндж достаточно защищен с частичным колом. При этом пятерки и, опять же, одномастные низкие коннекторы, как обычно, колятся всегда. 10-9 опять же тут присутствует, тоже легко запомнить. Ну и вот здесь вот валеты, там, ну, я привык их играть, допустим, всегда колом. МП против Баттона. Солвер половину хочет уводить в 4 бет, вот именно по той причине, чтобы защитить свой широкий 4 бет рейндж. Туз-дама одномастная, тут всегда кол, понятное дело, тоже такая рука, которую легко запомнить. Здесь уже король-дама, туз-валет в половине случаев можно играть колом, слишком сильные руки. Соответственно, рейндж 4 бета будет выглядеть вот так. Здесь у нас король-валет всегда, добавились тут еще у нас король 10. Ну, в принципе, все более-менее логично. Когда мы на катофе, вот так вот будет выглядеть диапазон кола. Девятки, восьмерки уже абсолютно плюсовый кол. Семерки, шестерки, пятерки около нулевая борода, как говорится, и поэтому частично кол, частично фолд. Опять же все коннекторы. Четверки, тройки, вот опять же низкие пары ему всегда нравятся больше, чем средние. В принципе, по достаточно понятным логичным причинам. Здесь в половине случаев валет 10 колется, но при этом не колется 10-9. А в оставшейся половине валет 10 уводится в 4 бет. И также вот десятки, которые в половине случаев колются, они в половине случаев 4 бетятся уже на value. То есть в зависимости от того, против кого вы играете, вы можете понимать, против кого, против людей, у которых нет рейнджа колдкола при флоп, и у которых достаточно широкий 3-бет, там, ну, больше 13%. Часть десяток можно уже уводить в 4-бет на value и кола лына, соответственно. Король-дама разномастные тут добавляются. Туз-валет разномастные в половине случаев тоже в блеф. Король-валет, король 10 всегда 4 бет. Опять же, как вы видите, достаточно странно, что руки типа король-валет, король 10, туз 10 на катофе всегда 4 бетятся и никогда не колятся. То есть, снова, если вы играете там NL 200 и выше, может быть даже NL 100, то против большинства оппонентов easy call с этими руками, да, но чем ниже мы играем, тем реже, как я уже сказал, мы хотим колить без позиции на 3-бет. Теперь, соответственно, смотрим, как Баттон защищается против 4-бета. Против ЕП вообще вот стоит запомнить, что в позиции, когда мы на Баттоне, и против нас играется 4-бет, то мы тузы в половине случаев против любой позиции играем колом. Ну, слоуплеем таким образом. Здесь также в половине случаев дамы валеты играются колом. Десятки выбрасываются, но девятки, восьмерки колятся. То есть десятки там совсем маленький минус, а вот девятки и восьмерки уже плюс. И мне хотелось бы, чтобы вы в комментариях написали, почему же Солверу так не нравятся десятки для кола, но при этом нравятся девятки и восьмерки. В половине случаев можно колить туз 5, туз дама, как обычно, всегда кол, король дама в половине случаев тоже кол. А вот так выглядит пуш. То есть мы видим, что валетов здесь нет, соответственно, валеты либо кол, либо пас. Но при этом тут есть в половине случаев две дамы. То есть, в принципе, против ЕП рейндж, ну, очень красивый и очень легко запоминающийся. Против МП. Здесь уже вот туз-валет, король-валет. Да, рейк высокий, как мы говорили, но зато здесь мы, по крайней мере, в позиции.
И вот все пары от валетов до восьмерок колятся в половине случаев. Что-то из этих пар, я думаю, вы можете легко догадаться, что колется в половине случаев, потому что другая половина пушится, а что-то в половине случаев колется, в половине выбрасывается, просто потому что это около нулевой кол. Туз 5, опять же, кол в половине случаев, но зато здесь уже туз 5, вторая половина, уже достаточно хорошая рука для того, чтобы запушить в этих позициях. Тут вот дамы теперь уже пушатся всегда, валеты в половине случаев, ну про тузы я уже сказал. Против котов, вот так вот выглядит рейндж. Опять же, туз 5 в половине случаев кол, в половине пуш. Теперь уже вот эти все марьяжные руки easy call. Валет 10 колируется. Тут валетов нет, они теперь уже все уйдут в пуш. Пары восьмерки, десятки, девятки кол. Шестерки, семерки, индифферентно кол пас. Можете по рандомайзеру опять же это делать. И вот такой вот пуш. Опять же достаточно простой. Вот здесь вот эти наши знаменитые валеты плюс туз король. И половиночка туз 5с. Опять же, это все надо понимать, что работает тогда, когда наши оппоненты достаточно 4 бетят. Если против нас не ты, или если против нас агро какие-нибудь обезьяны, то в ту или иную сторону мы должны отклоняться. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, обязательно поставьте лайк. Оставляйте свои вопросы в комментариях. На самые интересные я с удовольствием отвечу. Все, всем пока, до скорой встречи.